Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре линкор 9 уровня Германии Friedrich der Grosse, который представляет собой дальнейшее развитие линкоров типа Bismarck. В игре линкор имеет статус заслуженного ветерана, и, казалось бы, все, кто хотел, уже давно получили к себе на аккаунт и десятку Пруссию, и суперлинкор Ганновер. И Фридрих на сегодня не должен представлять особого интереса. Но цифры статистики указывают на невероятную популярность линкора спустя многие годы. За последние 28 дней Фридрих занимает третье место среди всех линкоров 9 уровня по количеству проведенных боев, уступая лишь двум другим немцам – Померании и принцу Руприхту. Но вместе с тем линкор находится на последнем месте по проценту побед, опыту и нанесенному урону. Сегодня разберемся, что не так с линкором, а может цифрами статистики, и что же делает его таким популярным в игре. Для этого разберем характеристики, а также особенности игры на линкоре. Рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. Сконцентрируем внимание на сильных и слабых сторонах линкора и определим условия, соблюдение которых заметно повысит его эффективность в бою. Линкор имеет завидное количество очков боеспособности – 84 300 и ощутимо уступает лишь нескольким линкорам на уровне. Нужно отметить не лучшую противоторпедную защиту линкора всего 25%. Но справедливости ради, Фридриху есть чем перекрыть этот недостаток. Фридрих имеет одно из лучших бронирований для класса. К примеру, толщина бронепояса каземата достигает 300 мм, а цитадель довольно сильно утоплена и защищена скосами брони. И такое бронирование вполне способно защитить от залпов бронебойных и полубронебойных при своевременной постановке ромба. Но в бортовую проекцию все же будет проходить урон. Бронирование носовой и кормовой обшивки неоднородно. Есть зоны с бронированием 32 мм, но есть и участки с бронированием 60, 90 и даже 150 мм. А бронирование палубы в носовой и кормовой части 32 и 50 мм, а в центральной 50 и даже 80. И такое бронирование защитит линкор от фугасов орудий с малым калибром. Но, конечно, как и все корабли в игре, Фридрих имеет ослабленные настройки с толщиной бронирования 19 мм, которые будут охотно впитывать урон, в том числе и фугасный. Фридрих имеет одну из худших на уровне маскировку. Установив модернизацию системы маскировки, получаем 15,1 км за света с кораблей и 11,6 самолетов. И такая маскировка не позволит безопасно подходить на ближней дистанции. Фридрих имеет базовую максимальную скорость хода 30 узлов, что хуже, чем у Бисмарка на 8 уровне. Один из худших радиус циркуляции 940 метров и ниже среднего
время перекладки рулей 17,5 секунд. Перейдем к орудиям. Линкор имеет 8 орудий в 4 башнях, и на выбор есть орудия с калибром 420 и 406 мм. Мой выбор 406 мм. Орудия не сильно уступают топовым, но чаще стреляют, а значит будет проще кого-то подловить в циркуляции и отвесить смачный залп. Дальность ведения огня 20,3 км, и ее вполне хватает. А вот углы стрельбы не лучшие и часто не позволят реализовать полный залп без риска получить ответочку в бортину. Средняя на уровне скорость полета снарядов 810 метров в секунду и хорошая по меркам линкоров скорость поворота башен. А скорость перезарядки стоковых орудий с модулем на перезарядку составит 22,9 секунды. Будет радовать вас и огорчать противников. И все это будет, если не подведет точность орудий. В распоряжении 8 орудий с калибром 406 мм есть фугасы с заниженным уроном 4800 единиц и бронебойные снаряды с уроном 12700. ДПМ орудий на фугасах будет одним из худших на уровне, а на бронебойных – средним. И следует сказать, что бронебойные снаряды довольно уверенно расправляются с крейсерами и линкорами, которые осмелятся подставить борт. А против рамбующих линкоров есть фугасы с лучшим пробитием 127 мм с перком инерционный взрыватель. Но все же основные снаряды – это бронебойные. Противоминный калибр линкора представлен орудиями 150 и 105 мм. Дальность огня в полной прокачке и с сигналом 12 км. Бронепробитие ПМК с перком инерционный взрыватель 47 и 32 мм. Количество орудий ПМК 12 150 мм и 16 105 мм. Всего по 14 на каждый борт. При отходах в отвороте ПМК будет постоянно наносить урон, делая Фридрих очень неудобной целью. И такой ПМК вносит ощутимый вклад в копилку урона и дарит много позитива. Торпед у этой ветки немецких линкоров нет. Авиаудар имеет хорошую дальность сброса 10 км, а потенциал урона стандартный для класса на уровне. Максимальный урон бомб 4200 единиц. К сбросу готовы 2 звена по одному самолету. Причем количество бомб на самолете 2 штуки. Но этого далеко не всегда хватит, чтобы потопить вражескую подводную лодку. Нужно отметить не самое лучшее ПВО, которое представлено 3 аурами. Ближняя аура с радиусом действия 2 км и уроном 77 единиц. Средняя аура с радиусом действия 3,5 км и уроном 445 единиц. И дальняя аура с уроном 154 единицы и радиусом действия всего лишь 5,2 км. И такое ПВО, конечно, что-то будет сбивать, но все же позволит авиагруппам долетать и наносить урон, так как ПВО имеет невысокую дальность, а основной урон сосредоточен в средней ауре. Фридрих – это яркий представитель ПМК линкоров в игре, в силу чего перки командира и модернизации в моем выборе направлены на улучшение живучести и, конечно же, ПМК. Первый перк – взрывотехник – усилит ПМК, который вносит ощутимый вклад в копилку урона, а также увеличит радиус взрыва глубинных бомб. Второй перк – инерционный взрыватель. Позволит 105 мм орудием ПМК пробивать 32 мм. Третий перк – дальнобойные снаряды ПМК. Увеличит дальность стрельбы мощного ПМК. Четвертый перк – ручное управление ПМК. Повысит скорострельность и точность ПМК. Пятый перк – мастер противопожарной подготовки.
снизит вероятность возникновения пожаров, а также их максимальное количество. Шестой перк на выбор. Мастер маскировки снизит заметность и позволит линкору более незаметно подойти на дистанцию ведения огня ПМК. Лучше подойдет для коротких боев, к примеру, те же ранговые бои. Но для рандома, где бои часто затяжные, лучше иметь дополнительную хилку. И в таких боях суперинтендант более полезен. Седьмой перк – отчаянный. Перк хорошо работает на этих линкорах. На Фридрих я установил следующие модернизации. Первый слот – вспомогательное вооружение. Усилить живучесть ПМК и ПВО. Второй слот – система борьбы за живучесть. Снизит вероятность возникновения пожаров и затоплений. Третий слот – ПМК-модификация. Увеличит дальность стрельбы и точность ПМК. Четвертый слот – рулевые машины. Позволят совершать залпы Full ГК с большей безопасностью, а также уклоняться от торпед. Пятый слот – система маскировки. Повысит выживаемость линкора. Шестой слот – орудие главного калибра. Все-таки плохая маскировка не позволит быстро и безнаказанно выходить на ПМК дистанцию, в силу чего довольно большая часть боя проходит на средних дистанциях, где главный калибр имеет решающую роль. Доступное снаряжение Фридрих. Стандартная аварийная команда, время работы 15 секунд и перезарядки 80 секунд. Стандартное снаряжение ремонтная команда, время работы которого 28 секунд, а перезарядки 80 секунд. На выбор корректировщик огня или истребитель. Фридрих более эффективен на средних и ближних дистанциях, и истребитель будет более полезным. И топовый немецкий гидроакустический поиск, время работы и перезарядки которого 120 секунд. ГАП существенно повысит выживаемость линкора в бою за счет обнаружения торпед на дистанции 4 км и кораблей на дистанции 6 км, а также позволит обнаружить подводные лодки в радиусе 2 км. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. Подводя итоги, следует сказать, что Фридрих имеет ряд недостатков, а именно не самую лучшую скорость и маневренность, плохую маскировку и слабую противоторпедную защиту, не лучшую точность орудий главного калибра и заниженный урон фугасных снарядов, а также не самое лучшее ПВО. Но вместе с тем линкор имеет завидное количество очков боеспособности, одно из лучших на уровне бронирования, которое часто прощает ошибки, хорошую скорость перезарядки стоковых орудий главного калибра и фугасы с лучшим бронепробитием на уровне, мощный противоминный калибр и топовый немецкий гидроакустический поиск. И именно сочетание хорошего бронирования, приличного количества очков боеспособности и мощного ПМК объединило в себе ту магию, которая притягивает многих к этому линкору. Кроме того, немецкие линкоры именно этой ветки будет проще освоить не очень опытным игрокам. Всем мира и добра, и до новых встреч на нашем канале.